Михаил, скажите, пожалуйста, начну вот именно с переговорного процесса, потому что складывается ощущение, что его фактически нет. И хотелось бы у вас узнать, вообще он сейчас есть на столе, он существует, или все взаимодействия в рамках этого были заморожены? Очень коротко отвечу, чтобы было понятно. Переговорный процесс, безусловно, он меняется, он трансформируется в зависимости от того, как происходит события, развиваются события в Украине. Война ведь идет уже 68 дней, и те предпосылки, с которыми Российская Федерация заходила в войну, вот эти все их представления о том, как оно будет разворачиваться, они же совершенно не соответствуют теперь действительности. И поэтому условия, которые Россия изначально выставляла, мы, конечно же, от них отказались, предложили свои встречные, исходя из гораздо более объективного представления. Тем не менее, Россия, нужно еще понимать, Россия, российская политическая элита до сих пор находится в иллюзиях. Вы, кстати, только что говорили об качестве экспертизы военной в Российской Федерации, а ее там физически быть не может, потому что доступа к информации, к объективной информации ни у кого нет. Это у нас в онлайн-режиме можно видеть, что происходит, в том числе на полях сражений. А в Российской Федерации можно видеть только исходя из выступления официальных представителей Минобороны, которые, безусловно, уже уничтожили столько военной техники Украины, сколько, наверное, нету там во всех странах Европы вместе взятых. Между тем, значит, переговорный процесс продолжается. Он идет в двух направлениях, в двух секциях. Более активная секция – это гуманитарная секция, на которой как раз-таки рассматриваются вопросы обмена пленных, гуманитарных коридоров, возможности вывоза людей, ну и прочее, да, все, что касается гуманитарных вещей. Все, что касается второй секции, скажем так, политика дипломатического урегулирования конфликта уже, да, то эта секция работает сегодня гораздо менее интенсивно. Опять же, в силу того, что Российская Федерация, объявив о второй стадии спецоперации, как они называют, по сути, войны, да, о большой баталии на Донецком, Луганском и Харьковском направлении, несколько свою активность притормозила дипломатическую, да, пытается себе доказать, наверное, что все-таки они будут иметь тактические успехи какие-то на полях сражения, опять же, для того, чтобы внести коррективы в свою повестку, ну, имеется в виду повестку переговорную и так далее. Тем не менее, у нас интенсивность боев, конечно, несколько повысилась на восточном направлении, да, там достаточно объемные сражения идут, тем не менее, это не та интенсивность, на которую ориентировалась Российская Федерация. Переговорный процесс идет на уровне подгрупп, я имею в виду политико-дипломатическую часть, на уровне подгрупп доурегулируются элементарные какие-то вещи в юридическом плане, соответственно международно-правовым нормативам, да, все, что касается договора о гарантиях безопасности. Это ключевой документ, это ключевое предложение украинской стороны. Остальных каких-то инноваций, да, каких-то новых предложений пока нету. Они, наверное, появятся там, в ближайшие там, недели, дни, наверное, недели, когда будет понятно, как развиваются события на востоке Украины и на юге Украины. Если можно, уточняющий вопрос в связи с достаточно объемной помощью, которая сейчас будет поступать, например, конкретно со стороны Соединенных Штатов, и мы не берем, например, в расчет помощь других западных европейских держав. Звучат предположения, что, например, украинской стороне, в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому, переговоры уже не так уж и важны. Что бы вы могли ответить на такие предположения? Очень четко и конкретно хочу заявить. В отличие от представителей, опять же, российской политической элиты, украинский президент прежде всего думает о том, чтобы сохранить максимальное количество жизней наших солдат, наших офицеров, наших мирных граждан, которые все время находятся под ударами российской армии. Поэтому для нас приоритетно, конечно же, приоритетно сократить объем военной интервенции и максимально быстро удалить отсюда российскую армию. Максимально быстро это сделать, да? Потому что интенсивность боев, к сожалению, настолько высока, что гибнут очень много людей, и в том числе мирных граждан. Поэтому переговорный процесс важен. Другой вопрос, что качество переговорного процесса, философия переговорного процесса. Мы, как свободная страна, не играем в двойные игры. Российская Федерация всегда играет в двойную игру. Она выдумывает какие-то новые условия, она по ходу дела что-то меняет. Лавров, который постоянно комментирует, не являясь участником переговорного процесса, и постоянно возвращает нас к тому, что предлагалось там, 60 дней тому назад. То есть ощущение, что господин Лавров живет в машине времени, которая все время в ретро-варианте работает, то есть уходит куда-то назад, да, и оттуда повторно говорит то же самое, что уже не имеет никакого значения, исходя из качества ведения боевых действий Российской Федерации.
Вы имеете в виду фразу, которая была про то, что, значит, мы хотим не чтобы они сдались, а чтобы перестали сопротивляться? Вот это вот конкретное заявление? Да, уникальная фраза. Мне кажется, что вот по уникальности таких фраз, по качеству интеллекта, да, это, ну, наверное, должно, вот в принципе, мне кажется, что такие фразы надо вписывать потом в учебники политологические, да, для того, чтобы понимать, как нельзя думать. Ну, смотрите, господин Лавров имеет право делать любые заявления, потому что он сегодня уже сделал несколько выдающихся заявлений, касающихся еврейского народа. Да, я думаю, что для Российской Федерации, в принципе, это все очень полезно. То есть полезно везде доказать свое варварство, да, внутреннее цивилизационное варварство. Ну вот господин Лавров идеально справляется, я не думаю, что ему нужно в этом помогать или мешать и так далее. Я про другое. Я про то, что для нас крайне важно, конечно же, что мы имеем сегодня консолидированную помощь наших западных партнеров, потому что, безусловно, в полном объеме, в том числе эмоционально внутри сообществ европейских и американских, есть единое мнение о том, что Россия должна быть остановлена обязательно, потому что любое недоделанное действие в отношении России приведет к эскалации конфликта через какой-то промежуток времени. То есть они сегодня могут на чем-то остановиться, завтра пойдут вперед. Завтра будут опять же использовать технологии максимально емких угроз всем. Соответственно, поставки оружия, тяжелого оружия, о чем настаивает украинский президент, они должны быть ускорены для нас, они нужны нам в большом количестве. Для того, чтобы, еще раз повторяю, доказать невозможность российских экспансий в будущем в том числе. И все это, конечно же, не способствует с российской стороны переговорному процессу. Они хотят тоже, собрав оружие еще дополнительного, сейчас идет передислокация, как я понимаю, со всех там с Тихоокеанского направления, да, то есть везде свои резервы подчищают и отправляют в Украину, да, ну то есть вы понимаете абсурдность это, то есть вот сидит Генеральный штаб Российской Федерации накануне войны, да мы тут одну роту, или как там говорили, да, один полк сейчас запросим, и что Украины нету, да, а сейчас они сидят, вот эти же все, навешали себе значков, уже любят у вас, да, иконостасы себе вешать, это историческое стремление генералов, которые никогда нигде не воюют, но всегда зарабатывают на стройбатах немножко денег, да, вешать себе значочков много. Вот они сидят сейчас, да, и думают, как бы, а давайте еще с Тихоокеанского там направления вытянем снарядов немножко, вытянем живой силы немножко, да. Сколько мы потратили уже? 60 тысяч, ну, условно говоря, санитарными и безвозвратными потерями. А давайте еще 200 тысяч отправим туда и так далее. Вот это качество планирования, качество войны. Так вот, они считают, что когда они с Тихоокеанского еще направления к нам отправят, то, наверное, они смогут взять село под Харьковом, да, взять, ну, эпохально взять, чтобы показать на 9 мая, смотрите, мы же эпохально взяли, Мариуполь эпохально взяли, условно говоря, что там, Волноваху эпохально взяли. То есть такие мощные села, где проживало по 4000 жителей, мы эпохально взяли. Ну, еще будет важно показать с ребенком на руках, да, вот мы защитили. То есть, смотрите, у нас Украина, были красивейшие города, туда вкладывались много денег, там строилась современная инфраструктура, люди ездили по Европе, везде интернет, везде, ну, полноценное газовое снабжение, да, отличные дороги, инфраструктура. И вдруг, когда заходит российская армия, оказывается, они пришли спасать наших людей, таким образом, что мы сами стали своих же людей убивать. Это фантастическая, интересная история. Ну, в принципе, вот, наверное, как бы они считают, что сейчас, добавив еще несколько тысяч человек, несколько тысяч потрясающе боеспособных воинов невероятной российской армии, да, они получат какое-то тактическое преимущество на каком-то направлении. После этого, опять же, господин Лавров скажет, давайте мы вернемся к повестке, с которой все начинали, там, условно говоря, переговорный процесс 28 февраля. Ну, первые раунды начались 28 февраля. Вот так вот люди живут. Люди, еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы вы понимали, живут в ретро-машине времени. Это да, это мы наглядно наблюдаем. Перед тем, как мы перейдем к Мариуполю, о котором мы вас, конечно, тоже спросим, потому что именно там, вот я так понимаю, плоскость переговоров наиболее интенсивная, судя по тому, что мы наблюдаем. Хочется вас спросить о философии переговоров, о которой вы сказали, потому что здесь есть как будто какая-то ловушка. Вы демонстрируете, честно вам скажу, очень хорошее понимание того, как устроена российская власть. Да? Вплоть до генералов, которые обожают на себя все вешать, там Шойгу, который бесконечно всем увешан, и до
до трезвой оценки их заявлений, вообще официальных российских лиц, того, что им нельзя верить. И вот здесь появляется вилка. То есть о каком вообще долгосрочном переговорном процессе может идти речь, да, не локальном, там с гуманитарными коридорами и прочим, а долгосрочном, в условиях, когда мы понимаем, что каждое официальное лицо врет, ну то есть включая Владимира Путина, который врет еще больше всех, независимо от каких-либо подписанных документов и гарантий. Отличный вопрос. Я хочу, чтобы вы понимали именно философию переговорного процесса. Вы, находясь с другой стороны, я имею в виду российскую сторону, ну, которая переговорную сторону, да, в том числе и политическую элиту, которая стоит за этой переговорной группой, вы попадаете в очень простую ситуацию. Вы можете делать любые заявления, но есть объективные реалии, которые складываются в том числе на полях сражений. Есть объективные реалии, которые формируются санкционным давлением. Есть объективные реалии, когда вы начинаете терять кэш, который вы получаете на нефтяных сделках, когда у вас меньше заходит денег. Есть объективные реалии, когда по всей стране, сегодня, например, в Перми, да, взрывы были, опять же, на военном заводе, да, когда у вас нарастает количество инцидентов и эксцессов на объектах военной инфраструктуры внутри страны. Есть объективные реалии, когда хаос и паника нарастают в обществе, да, российском, несмотря на всю цензуру, которую вы установили, да, и несмотря на изоляцию собственного общества от любых источников информации. Тем не менее, все это начинает вас вынуждать более объективно смотреть на предложение другой стороны, на предложение украинской стороны. Почему у нас предложения объективны? Мы-то находимся в онлайн-формате, мы находимся в демократической процедуре, мы находимся в прозрачной истории. Да? Мы свои предложения обосновываем, аргументируем, потому что понимаем, что нам поле для маневра, да, то есть поле для того, чтобы обмануть, не совсем не такое, как в Российской Федерации. У нас его нету. Мы должны быть объективными и объективно оценивать картину, которая складывается. Поэтому, смотрите, любая философия переговорного процесса, какой бы ты на понтах не был, с какими бы амбициями туда не пришел, объективная реальность сужает коридор для всех. Для нас он изначально правильный, потому что мы в демократии находимся. А для Российской Федерации он будет таким, как только она начнет получать все эксцессы в полном объеме, в том числе от санкций, от войны на востоке Украины, в том числе от внутренних эксцессов, которые будут развиваться обязательно в Российской Федерации. К внутренним эксцессам очень хочется перейти, но перед этим все-таки про Мариуполь хочется у вас спросить, потому что, как обычно, почему-то продолжают поступать противоречивые данные. С одной стороны, сегодня сообщалось, что 100 человек удалось эвакуировать из Мариуполя, и что они поехали на территорию Запорожья, а с другой стороны, оказалось, что российская сторона опять дезинформирует и рассказывает какие-то ненастоящие факты. Что вы знаете про эвакуацию мирных жителей из Азовстали? Смотрите, очень просто. Первое, в объеме рассказывать о переговорном процессе вокруг Мариуполя и Азовстали не будем, потому что это очень тяжелый переговорный процесс. Он касается судеб людей, там участвуют международные институты, Красный Крест, Международный Красный Крест и ООНовские представители, да, вот этот объем они ведут, и мы договорились, что это будет идти достаточно в закрытом режиме, потому что очень тяжело, вы понимаете, да, вести переговоры с российской Простите, стороной. пожалуйста, просто тогда один вопрос. А в чем камень преткновения? Вы хотя бы можете нам сказать? Потому что со стороны это абсолютно очевидная ситуация. Да, сейчас поведение российской стороны всегда камень преткновения. Это понятно. Так вот, это и вторая часть. Пожалуйста, у нас есть официальные сообщения, они в том числе официально сообщаются президентом Украины. Вот эта информация является верифицированной, абсолютно объективной, сверенной со всеми сторонами, которые принимают участие, кроме России и так далее. Все, что касается заявлений Российской Федерации, они рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они рассчитаны на работу с внутренней пропагандой, они, соответственно, определенным образом построены. И я просто рекомендую на них смотреть просто как на элементы информационной кампании, элементы информационной игры. Не более того. Еще раз повторю, все, что касается Азовстали, Мариуполя, сегодня официально сообщается даже президентом Украины, поэтому этот объем информации достаточно просто получить. Михаил, теперь к самой такой, знаете, теме, где нам придется друг другу очень много подмигивать, по крайней мере, именно такое ее информационное освещение я вижу. Я имею в виду, конечно, про
странные инциденты, как их называют в России, на приграничных территориях. Например, больше всего меня, конечно, поразило из официальной реакции, это где губернатор говорил, Белгородской области, говорил, что это не украинские, значит, какие-то были там самолеты или что-то, а это что были российские самолеты, которые выполняли какую-то свою боевую задачу, значит, и, судя по всему, разбомбили Белгородскую область. Я не до конца понимаю, в каком мире они живут, как это Они устроено. ошиблись. У вас же, я прошу прощения, у вас же принято бомбить Воронежскую область. Да, но Я вот думаю, она в очереди, да, я думаю, что она дойдет. в очереди, там уже были Просто сбиты не по совсем заявлению понимаю, беспилотники. почему Белгородская попала под удар. У А вас же может, вы только нам Воронеж. объясните, Давайте Михаил, вы так хитро сейчас улыбаетесь, Объясню. почему? Объясню, очень просто. Смотрите, первое. Когда вы что-то воруете, да, вот все люди думают, можно что-то украсть и жить спокойно. Вот в чем проблема Крыма, Ордло, любой другой территории, где Россия строит анклав? Это ворованная территория. А когда ты воруешь, да, все равно подсознание у тебя говорит о том, что это воровано. Ты все равно боишься разоблачения, рано или поздно. Ты боишься, и ты его ожидаешь. А когда ты ожидаешь и боишься, ты как бы притягиваешь разоблачение. Рано или поздно тебе придут и скажут, смотри, дружок, ты украл, теперь тюрьма. Вот это будет происходить со всеми анклавами, которые сделала Российская Федерация. Это я к чему? Я к тому, что тут еще хуже ситуация. Тут заходит армия, которая перед этим всем там показывала, учитывая там все вот эти заявления, да, что мы тут за буквально считанные часы всех разнесем. Вообще даже Соединенные Штаты можем разнести за считанные часы, равных нам нет. Она заходит и 68 дней двигается буквально на километр туда, километр обратно и так далее. И тогда это вызывает реальный панический страх в обществе, которое думало, что да, мы-то своровали, но тем не менее мы всегда можем отправить своих гопников в военной форме, которые будут кому-то воспитывать кого-то, да, доказывать, что мы имели право украсть. И начинает формироваться паника стандартно. И начинают вылазить все люди, которые готовы там, протестовать, но протестовать не политически, держа белую бумагу, на которой даже ничего не написано, все равно можно сесть, да, а начинают протестовать, начинают взрываться какие-то вещи, эта хаотизация идет, и она будет нарастать. Смотрите, все, что касается приграничных областей, по мере развития спецоперации, у вас же спецоперация по плану идет, правильно? Это же был Не у нас, план. не у Не нас, а у да. Владимира Путина. Да, я понимаю. Это был идеальный спецплан. Это ж надо было умудриться зайти на 60 уже 8 дней, да, и не иметь шансов дальше идти, да, всерьез сейчас разговаривают о тактическом ядерном оружии. Вот эти не совсем здоровые пропагандисты, которые там живут вообще в иллюзорных хрустальных гробах, да, под названием телепропаганда, они там вообще рассказывают о том, что 500-метровые волны будут уже там Британию смывать, да, с лица земли и так далее. То есть, понимаете, то есть в какой-то момент все пошло по плану, по идеальному российскому плану бомбить Воронеж. Это так называется. И сейчас эти эксцессы будут нарастать. Нам даже делать ничего не надо в Украине. Конечно, мы имеем право защищать свою территорию в полном объеме. Мы это и делаем на своей территории. Все, что будет происходить в Российской Федерации, поверьте, объемов будет много, но это будет, Хорошо. я бы так сказал, божественное проникновение на территорию Михаил, Российской про Федерации. божественное, да, проникновение и демилитаризацию, как вы писали в посте, которая ждет Белгородскую, Воронежскую, Курскую область, значит, и активно сейчас Россия. И более того, то, что вы сказали, да, это не только там ваша позиция, что Украина действительно имеет на это право, но и, например, британского министра обороны, и, я так понимаю, в целом общее, да, потому что если вас атакует армия, и есть объекты, которые ее снабжают, есть инфраструктурные объекты, которые ее снабжают, они являются легитимными военными целями. Тут я понял, что мы от вас конкретных ответов не получим, значит, но я хочу вас спросить, а почему, вот, скажем так, образность этой темы и отсылки там к карме, к божественному вмешательству и все остальное, как бы, почему вот так? Ну, то есть, что заставляет искать божественный промысел и какие-то другие объяснения в условиях, когда там мы видим очень там качественные, хорошо сделанные операции, тоже кармические, да, которые наносят удары по легитимным военным объектам? Ответ очень простой, потому что всегда все, включая божественные создания, любят профессионалов намного больше, чем генералов, которые любят вешать на себя разные побрякушки. Украина поэтому действительно будет иметь всегда преимущество, потому что мы свою работу стараемся делать профессионально, на любом уровне, на любом географическом участке. Для нас это вопрос выживания, вопрос защиты действительно свободных ценностей, да? Свободы как таковой. Для Российской Федерации
Это немножко другое. Россия пришла на чужую территорию с национальной идеей вынести отсюда имущество другой страны. Украсть унитаз, как я называю. Вот, к сожалению, к огромному моему сожалению, сегодня национальная российская идея звучит именно так. Украсть украинский унитаз. К сожалению, да. Но тем не менее, это все имеет обратную цену. То есть ты не можешь прийти с подобной целью и ожидать, что все будут тебе хлопать в ладоши. Нет. Ты когда с такой целью заходишь, ты уже проиграл. И, соответственно, все это, еще раз подчеркиваю, будет объективно нарастать. Хаотизация будет нарастать в России. Пока там через месяц, через два это не приведет, ну, по плану все идет. Я так понимаю, что план был такой, да, получить максимальную проблему внутри России с точки зрения конфликтов. Кстати, очень важный для вас аспект, я бы хотел, чтобы вы на него там потом пообсуждали немножко у себя, да, для вас это будет важно. Вы определитесь, посмотрите цифры, откуда больше всего погибших людей. Вот у нас 24 тысячи, мы статистики даем, погибло уже в Украине. Там 90% это национальные бывшие автономии или национальные области. Да, там Тува, Бурятия, Ингушетия, Дагестана очень много, да. Да, очень много. То есть вы задайтесь вопросом, а что это такое, почему так произошло, почему эти люди все туда поехали и там погибают массово, к чему это приведет потом в стране, потому что я понимаю, что это маленькие села, например, там в Ингушетии где-то, понятно, что там резонанса меньше. Если бы такой объем погибших был в Москве, то я думаю, уже сегодня там были бы многосоттысячные митинги протеста. Понимаете, то есть надо порассуждать над этим, но это ж медленно информация заходит в эти аулы, там села и еще что-то куда-то, но потом этнические эти группы зададут вопрос, а с чего это вы нас вот таким образом оставили без зрелых мужчин? Ну, то есть, как бы, понимаете, что будет происходить в России? Это, кстати, интересная тема, да, по которой бы можно было бы долго и полезно рассуждать с тем, что будет происходить в России по плану. Я всегда говорю, все по плану у вас идет, да, с точки зрения национальных образований.